Здравствуйте, дорогие зрители канала. Сегодняшний выпуск – это сравнение двух известных ароматов от дома Шанель Коко в парфюмированной воде и от Новой Зари Злата Скифов духи. Начну со Злата Скифов, потому что он первый появился, этот аромат первым в моей коллекции. Аромат буду я презентовать вам новодельный, плохо помню винтаж из далекого детства, и расскажу именно вот о современной версии в духах. Ну, название, наверное, вы знаете, связано с открытым в 80-е годы кладом скифским, главной находкой которого стала знаменитая золотая пектораль. Она вот изображена здесь на флакончике, и на всех предыдущих версиях дизайна этих духов тоже она изображалась как основная находка клада и как символ, такой дух эпохи Византии и такой вот роскошного Востока. Хотя, конечно, эти духи стали уже в дальнейшем визитной карточкой именно Новой Зари. Выпущены они были в 1987 году. Были очень популярны и любимы, очень востребованы. Относятся они к группе цветочной альдегидной. Пирамида новодельного аромата. Верхние ноты – альдегиды, бергамот, зеленые ноты, ноты сердца – иланг-иланг, красное яблоко, гвоздика-цветок и гвоздика-пряность, персик, жасмин. База – сандал, амбра, пачули, дубовый мох и ваниль. Лично у меня, я уже рассказывала в предыдущих выпусках об этом аромате, этот аромат связан с августовскими спасами. Это аромат зенита лета, аромат православного церковных праздников. И, по-моему, само звучание говорит нам об этом. На старте аромата я слышу прежде всего пряное сено, подсушенное сено, разнотравие, степные травы. Мед сразу же звучит. И такой он специевый, с горчинкой, может быть, гречишный, специи. И, конечно, яблоки. Яблоки спелые, немножко растрескавшиеся, красные. Такие, знаете, как в Шмелевском «Лете Господне». Торжественные, которые преподносились друг другу на яблочный спас. Дальше аромат опять отдает степными травами. Уходит он в амбру и сандал. Пачули, дубовый мох я тоже здесь ощущаю. И очень мне нравится его база, которая остается потом легкой такой фруктовой ванильностью. Она такая нежная, медовая, сладкая, но с фруктовой кислинкой. Очень красивая. Хотя аромат, конечно, прям в классическом французском стиле, тем не менее, он, мне кажется, очень русский по духу, поскольку он старый, очень нам хорошо знакомый и многими любимый. Я его носила также недавно, вот сейчас в морозы, и у нас раскрылся таким красивым букетом с травами, с пряностями, медом и немножечко фруктами на фруктовой подложечке. Один из самых стойких новозаревских ароматов, и он долго раскрывается и сложно раскрывается, поэтому он, конечно, интересен. Мне кажется, новодел ничуть не плох, не хуже, если, конечно, это так можно сейчас сравнивать по моей памяти, как звучал винтаж. Расскажите потом мне обязательно, у кого есть винтажная версия, в чем различие. Некоторые подписчики канала писали мне уже свое мнение об этом аромате и говорили, что винтаж много слаще, суши даже не такой вот специевый, скорее более такой амбро-тягучий. Расскажите мне, я очень хочу узнать ваше мнение. Теперь я хочу сказать вам об аромате Коко Шанель парфюмированная вода. Аромат, когда я его приобрела и услышала, я подумала, что он, конечно, на 80-90% напоминает Злата Скифов.
Вообще пользователи сайта Фрагрантика, зарегистрированные пользователи, которые проголосовали за сходство и различия, разделились во мнении, и большинство считает, что ароматы схожи. Я отношусь тоже к категории тех, кто слышит схожесть в этих ароматах. Я слышу идентичность на старте, но очевидна разница в раскрытии и базе. Коко Шанель, 84 год, Жак Польш, парфюмер. Да, он был более ранний. Сначала был создан он, потом уже появилась Злата. Поэтому лично меня это навело на подозрение о том, что в Злате все-таки отчасти повторена пирамида. Пирамида, кстати, аромата отличается. Пирамида Коко Шанель. Верхние ноты: болгарская роза, кориандр, персик, жасмин, мандарин. Сердце: гвоздика, пряность, роза, цветок апельсина, мимоза, клевер. База: амбра, сандал, бобы тонка, цибетин, ваниль, лабдан. Коко Шанель отличает высокая стойкость и громкость при нанесении, и отличный шлейф. Пожалуй, конечно, в этом основное отличие, кроме нот, отличающихся в раскрытии и в базе. Коко Шанель аромат однозначно вечерний, аромат очень богатый, восточно-альдегидный, опять же, это роднит его со Златом. Я бы его назвала ароматом торжественных вечерних мероприятий, типа выхода в театр или ресторан. И этот аромат я очень люблю. Я считаю его одним из самых красивых в своей коллекции и даже одним из самых красивых среди Шанель в своей коллекции. Он очень женственный, очень благородный. И его время, конечно, осень и зима. Летом он немножечко, как все восточные композиции, тяжеловат. Но я его берегу, ношу только по особо торжественным, знаменательным случаям. А к Злату я обращаюсь, пожалуй, чаще, хотя, как любая красота, которая носится часто, становится обыденной. А аромат — это тоже сложного звучания, поэтому, не на каждый день, тоже при каких-то особых приятных торжественных моментах. Благодарю вас за внимание. Пожалуйста, напишите ваше отношение к этим ароматам. Есть ли у вас винтаж Злата и как он звучит. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!